Знаете ли вы, что тысячи людей по всему миру дрожат при виде этой зеленой совы Дуо? И да, я до сих пор побаиваюсь, что она взломает мне дверь, либо залезет через окно и отомстит за то, что я пропустил вчерашний урок. Но за этой милой маскотом скрывается нечто большее. Революционная идея, способная изменить мир к лучшему. Давайте разбираться. Вам, наверное, тоже попадались проверки на сайтах, робот вы или нет. И чтобы подтвердить, вам нужно выбрать либо несколько картинок одинаковых, либо же вписать какой-то свой текст. Вот бесячая прям штука. И я тут подумал, а что же если найти этого человека и высказать ему свое недовольство этой штукой прямо в лицо? Давайте этим и займемся. И как оказалось, виновник моих и ваших подпорченных нервов родом из Гватемалы. Ученый Луис фон Ан. И еще задолго до идеи с Duolingo Луис создал то, что нам с вами не раз подпортило нервы. Капча и рекапча. Да-да, вот это вот тестирование «Я не робот», которое заставляет вас щелкать по дурацким фотографиям светофоров, либо автобусов, это все его рук дело. И вот небольшой секрет. Все эти мучения не были напрасны. На самом деле, определяя, что находится на картинке, вы помогаете Тесле остановиться на красный сигнал светофора, либо же оцифровать какую-то книгу. То есть каждый из нас сделал хоть и небольшой, но тем не менее вклад в развитие человечества. Именно тогда еще с помощью разработки этого сервиса Луис осознал, что если взять миллионы людей, объединить их одной задачей, то это очень мощный инструмент, который способен делать невероятные вещи. Именно это и стало основой его будущей работы. Тогда он понял, что хочет изменить не только интернет, но и подход к образованию в целом. Во время учебы в США он обратил внимание на то, что языковые курсы могут стоить целое состояние. Он увидел проблему и стал работать над ее решением. Так и появилась его идея сделать обучение языков бесплатным. Луис фон Ан решил, что для создания Duolingo ему нужен настоящий хакер. И буквально его партнером стал Северин Хакер, студент из Карнеги Меллона с фамилией, будто предназначенной для революции в технологиях. Их совместная цель была бесплатное, доступное обучение языкам для каждого вне зависимости от толщины его кошелька. Но как? Поначалу Duolingo не просто учила пользователей, но и позволяла им участвовать в глобальном переводе контента. Представьте себе, каждый, кто выполнял задания, по сути переводил реальные тексты для интернета. От маленьких кусочков до больших проектов. Вся эта работа, которую пользователи делали, помогала Duolingo зарабатывать на переводах для компаний. Так пользователи не просто изучали новый язык, они одновременно создавали знания для всех. Эта модель по-настоящему бросила вызов старым образовательным системам и впервые доказала, что бесплатное обучение может существовать и приносить прибыль. Смелый и неожиданный шаг, который казался для образовательного рынка практически абсурдным. Duolingo росло не благодаря подпискам, а благодаря усилиям самих пользователей. И этот подход вызвал бурю обсуждений в мире платного образования. И многие скептики сомневались в будущем Duolingo. Но команда доказала, что даже бесплатное обучение может приносить доход. И что еще важнее, приносить пользу. После того, как Луис фон Ан и Северин Хакер запустили первую версию Duolingo, вышла она в 2011 году, они столкнулись с первыми трудностями. Несмотря на благородную миссию и инновационную идею, приложение не привлекало столько пользователей, сколько они ожидали. Люди просто не задерживались надолго, и уровень удержания был крайне низким. И тогда команда решила разобраться, что же заставляет людей продолжать учиться. Они обратились к психологии обучения и мотивации, изучая, как работают игровые механики в успешных приложениях и видеоиграх. Они даже приглашали профессиональных геймдизайнеров, чтобы те помогли им внедрить элементы геймификации в образовательный процесс. А в 2012 году они сделали смелый шаг. Полностью переработали интерфейс и добавили в приложение игровые элементы, уровни, очки опыта, достижения и ежедневные серии. И это было реально новаторское решение для образовательного приложения тех времен. И оно сработало. Уровень вовлеченности пользователей резко вырос, и Duolingo начала набирать популярность по всему миру. Однако финансовые проблемы все еще преследовали. Инвесторы скептически относились к идее бесплатного образования. Они задавали вопросы, как вы собираетесь зарабатывать деньги или почему пользователи будут оставаться в вашем приложении. Но команда Duolingo была уверена в своем пути. В этот период Луис фон Ан преподавал в университете и вкладывал собственные средства в проект, чтобы поддерживать его развитие. Он верил, что доступ к знаниям не должен зависеть от финансовых возможностей и был готов идти на жертвы ради этой идеи. Интересно, какая у него зарплата была в университете. Несмотря на давление со стороны рынка и инвесторов, команда отказалась вводить платную подписку, считая, что это противоречит их миссии. Они искали другие способы монетизации, которые не мешали бы бесплатному доступу к образованию. И кто бы мог подумать, что главный герой фильма «Эффект бабочки» вложит свои кровно заработанные деньги в приложение с зеленой совой. Эштон Катчер, который больше известен по ролям на экране, чем по финансам, оказался не только актером, но и довольно проницательным инвестором. И что особенно иронично, Эштон не просто полюбил Duolingo, он увидел в нем будущего гиганта. Он профессионально вкладывается в стартапы и является инвестором компаний, ставших феноменами, таких как Airbnb
Airbnb или Uber. Но именно поддержка Duolingo для него была особенной. Когда он поставил свои деньги на этот проект, другие инвесторы, скептически смотревшие на бесплатные приложения для изучения языков, вдруг изменили свое мнение. Возможно, без Эштона этот стартап остался бы маленькой идеей для фанатов языков, но с ним Duolingo получил поддержку и признание. И как вы понимаете, на этом все не остановилось. В 2015 году они ввели ежедневные серии. Цепочки, которые пользователи могли поддерживать, если занимались каждый день. Именно так Duolingo сделал изучение языка ежедневной привычкой для миллионов людей. Никто не хочет прерывать свою победную полосу. А что насчет соревнований с друзьями? Duolingo добавил таблицы лидеров, где каждый может проверить, кто из них учится усерднее. А теперь пришло время поговорить о мемной сове Duo. И вполне возможно, что вы привыкли думать, что сова — это такая мудрая и спокойная птица. Но сова Duo — это совсем другая история. Эта сова известна тем, что преследует пользователей напоминаниями, которые иногда выглядят довольно устрашающе. Вы когда-нибудь получали сообщение вроде «Ты пропустил свой урок. Мы знаем, где ты живешь». Окей, это, конечно, шутка, но пользователи действительно начали ощущать, что Duo держит их под пристальным взглядом. Но шутки на эту тему породили десятки мемов, и эти мемы стали вирусными. И эта стратегия с устрашающей совой стала настоящей маркетинговой находкой. Ну а в итоге сова Duo стала не только символом настойчивости, но и частью интернет-культуры. Каким образом вы реагируете на настойчивое напоминание Duo? Расскажите об этом в комментариях, будет интересно почитать. Duolingo начинался как бесплатное приложение с одной большой глобальной мечтой – сделать обучение доступным каждому. Но по мере роста сервиса и увеличения пользователей расходы росли, и команде пришлось столкнуться с жесткой реальностью. Для поддержания качества и развития приложения нужны были стабильные источники дохода. И вот именно здесь появилось решение, которое разделило пользователей этого приложения на два лагеря. Сначала они добавили рекламу для бесплатных пользователей. В 2017 году команда Duolingo представила новый вариант для самых преданных фанатов – Супер Duolingo. Подписку без рекламы и с дополнительными бонусами. И если вы думаете, что все прошло гладко, то вы ошибаетесь. Некоторые пользователи восприняли это как своего рода предательство той первой благой миссии, считая, что Duolingo должен оставаться полностью бесплатным. На форумах разгорелись бурные обсуждения и даже появились шутки о том, что зеленая сова теперь будет накапливать баллы за каждый просмотр рекламы. Но большая часть аудитории восприняла это нововведение адекватно, потому что подписка оставалась добровольной, а Duolingo по-прежнему предлагал основной функционал бесплатно. И только за первый год подписку Супер Duolingo оформили более 1 миллиона пользователей. Это и позволило Duolingo не только стабильно поддерживать сервис, но и масштабировать его, добавляя новые языки и улучшая качество курсов. На протяжении многих лет Duolingo закрепил свою роль не только как удобного приложения для самостоятельного изучения, но и как партнера для образовательных учреждений. Сегодня Duolingo используют в школах и университетах по всему миру. Duolingo стал настоящей находкой для общеобразовательных школ, у которых часто не хватает ресурсов. Например, в США приложение официально внедрено в школьные программы штата Нью-Йорк, где оно помогает ученикам начальных классов осваивать испанский и французский. Duolingo также зарекомендовал себя в Лос-Анджелесском школьном округе, который адаптировал программу для работы с детьми. На уровне университетов Duolingo тоже нашло свое место. Престижные университеты, такие как Университет Джорджтауна и Университет Южной Калифорнии, рекомендуют своим студентам использовать Duolingo как дополнение к учебной программе. А в 2020 году в условиях пандемии Duolingo даже стала официальным тестом для приема в несколько крупных вузов, включая Yale и Cornell, когда сдача традиционных тестов стала невозможной. Этот тест называется Duolingo English Test, проверяет навыки и владение языком и признан во многих странах как альтернатива традиционным экзаменам. Миссия Луиса фон Аана о бесплатном образовании для всех стала реальностью. Сегодня миллионы студентов, независимо от возраста и достатка, используют Duolingo для овладения новыми языками. В 2022 году Duolingo подписала партнерские соглашения с образовательными учреждениями в более чем 30 странах, включая Францию, Бразилию и Японию, предлагая образовательные программы, которые помогают тысячам людей в каждом уголке мира. И это далеко не предел. Duolingo доказала, что образование может быть доступным, веселым, еще и бесплатным. Это не просто приложение для изучения языков. Это символ того, как технологии могут объединять людей по всему миру. Каждый урок, каждый новый язык — это шаг к миру без границ. Так почему бы не начать свой путь к новому языку прямо сейчас? Может быть, это ваш первый шаг к чему-то большему.